Здравствуйте все! На канале Творческий сундучок я Татьяна. Решила я сшить подушку необычной, очень интересной формы. Называется лотос. И мне надо 15 квадратов размером 18 на 18 трех цветов. Первый цвет однозначно будет розовый, это верхний ряд будет. Второй вот этот сиреневый. А вот третьим то ли мне выбрать зеленый, как лист, нижний ряд будет выглядывать уголочками, то ли сделать голубой, но это будет означать воду. Ну вот, я остановила свой выбор на зеленом цвете и вырезала каждого цвета по 5 квадратиков 18 на 18. И теперь смотрите. С изнаночной стороны я поставила точку в месте пересечения линий припусков. Для меня это будет служить ориентиром. При сшивании квадратов, вот я накладываю их лицо к лицу, и прокладывая строчку, я останавливаюсь вот в этом месте, делаю закреп. Такие точки надо будет делать в каждом углу, где проходит строчка. И вот смотрите, я сшила между собой по 2 квадратика. И теперь делаю так. Разворачиваем и сшиваем еще по одной стороне. А здесь оставляем открытым. После того, как мы это сошьем, мы берем 5-й квадратик и вот так соединяем с этими деталями. Вот такой пятиугольник у нас получится. Ну вот, девочки, смотрите, сшиты все 5 квадратов. Швы я обработала швом зигзаг. И, как видите, края у нас вот на ширину припуска не дошиты. Теперь кладем на лицевую сторону. И следующим цветом у нас будет фиолетовый. Мы его накладываем на каждый квадрат. Показываю. Лицом к лицу. И будем пришивать вот эти свободные внешние края. То есть внутренние стороны у нас останутся не зашитыми. Только по внешнему контуру. Итак, все 5 квадратиков. И вот такой раскрывшийся цветок у нас получился после того, как я пришила вот эти фиолетовые квадратики. Вот вы видите, что я обработала все швы швом зигзаг. И надо нам изделие вот таким образом подготовить к следующему этапу. Это чтобы вам было понятно. Третий зеленый цвет. Надо все квадратики сшить в том же порядке, как и первый розовый. Видите, да? И теперь смотрите. Мы накладываем лицом к лицу зеленый на наше нижнее изделие. И вот эти острые углы мы накладываем вот сюда, вот на эти места. Видите, там, где сходятся 2 фиолетовых, мы прикладываем острый зеленый и прошиваем
точно так же соединяем стороны. А вот этот свободный угол фиолетового должен сходиться вот с этим углом зеленого. Потому что если вы соедините острые углы с острыми, у нас получится совсем другая фигура. Поэтому надо быть очень внимательным. В общем, вот так. Это будет происходить вот так. Я надеюсь, это понятно. Вот таким образом. Ну вот, все квадратики у нас пришиты как надо. И теперь осталось нашу подушечку вывернуть. Для этого я оставила вот такое отверстие, через которое буду выворачивать. Уголков здесь много, придется их все выправлять. Ну и для этого надо использовать ту же палочку для суши. И вот вывернула я нашу заготовочку. И теперь мне надо ее набить. Вот через это отверстие я буду набивать холофайбером. Так, заполняем каждый уголочек, чтобы у нас все было равномерно набито. И вот, девочки, стала я набивать. И что выяснилось? Вот эта тонкая блузочная ткань и все неровности проступили. Это некрасиво. И я что решила? Я вырезала вот такие квадратики синтепона и вложила в угол. И вот смотрите, разница очевидна. Так что если в вашей ситуации такое встретится, вспомните про такой совет. Ну а остальные ткани ведут себя нормально, вполне. Итак, девочки, подушка набита. Отверстие, через которое я набивала, через которое выворачивала, зашито. И теперь надо оформить середину. Я вырезала из ткани кружочек и по краюшку прошила швом вперед иголка. Теперь я сюда вставлю пуговицу. Сначала я хотела вырезать из картона кружочек. Потом поняла, что картон будет сминаться. И вспомнила, что у меня есть в запасе вот такие большие пуговицы. Девочки, кто помнит вот такие пуговицы? Это раритет с 50-х годов. Я даже помню историю вот этих пуговиц. Кто-то скажет, зачем мы храним хлам? Но ведь есть люди, даже которые их коллекционируют, собирают. А уж рукодельницам всегда пригодится. Вот сейчас, например. Так, кружочек я ниточку затянула. И сейчас я это здесь зашью. Одна пуговичка у меня уже готова. Она зеленого цвета. Я ее буду пришивать снизу. И вот теперь
я возьму вот такую большую иглу, я вдела сюда прочную нитку. Я зацеплю сейчас этой большой иглой вот эту пуговицу. И потом мне надо будет, моя задача, почему игла длинная, ну, длиннее нет, это вот цыганская игла, как ее называют. Я проколю подушку, вот так вот сожму ее и вытащу с задней стороны. Вот таким образом я приложила сюда пуговицу и вытянула нитку с задней стороны. Это называется, ну, похоже на каретную стяжку. И вот здесь сильно стягивать не надо. Надо, чтобы красиво было. И здесь я пришью вот вторую пуговицу. И вот пуговица наша пришита. Так это выглядит сбоку. И вот такая она сверху. Размеры подушки в готовом виде. Так, высота до этого угла 17 сантиметров. Так, ну а здесь 41. В общем, вполне хороший размер. Она такая мягонькая, приятная. Если вам видео понравилось, если оно было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и жмите на колокольчик. И мы будем с вами. До свидания, до новых встреч.